шок на площадке клюквенного щербета. Дагукан Гюнгер, тот самый Фатих Унал, которого зрители привыкли видеть в каждой драматичной сцене, внезапно оказался за бортом проекта. Еще вчера он был лицом одной из самых обсуждаемых историй на шоу ТВ, а сегодня громкое увольнение, от которого у фанатов буквально перехватило дыхание. И да, это не слухи и не «желтая утка», а реальность, которая ударила по сериалу как молния. Скандал разгорелся так резко, что многие не успели даже понять, что происходит. Один из главных актеров, который работал в проекте 4 сезона, лишился роли буквально в одно мгновение. И если вы думаете, что это обычная перестановка в касте, то вы очень ошибаетесь. Потому что причина такая, от которой даже у самых спокойных зрителей поднимаются брови. Но это был лишь первый удар. Неожиданные новости пришли оттуда, откуда их точно никто не ждал, с самого сердца съемочного процесса клюквенного щербета. В кулуарах заговорили, что шоу переживает настоящий кризис, и в центре этого громкого взрыва оказался именно Дагукан Гюнгер. Еще недавно его имя звучало как символ успеха проекта, а теперь оно звучит как тревожный сигнал для всей команды. Самое поразительное, все произошло не из-за творческих разногласий и не из-за капризов звезды. История закрутилась вокруг антинаркотической операции с пугающим названием «Рассвет», после которой актер оказался в числе задержанных. И вот тут начинается самое опасное. Он сдавал анализы, и результаты стали тем самым решающим аргументом, который шоу ТВ уже не смог проигнорировать. Зрители в недоумении, фанаты в ярости, а обсуждения кипят так, будто речь идет не о сериале, а о реальном политическом скандале. Почему именно сейчас? Почему так жестко? И главное, неужели Фатих Унал действительно исчезнет из истории, словно его и не было? Результаты анализов стали той самой красной линией, после которой продюсеры клюквенного щербета даже не стали тянуть время. Решение было жестким, холодным и моментальным. Дагукан Гюнгер исключен из проекта. И это не просто увольнение на словах, а настоящий удар по сериалу, который уже много сезонов держит зрителей в эмоциональном напряжении. Самое громкое в этой истории – актера вырезали из всего ранее отснятого материала. Представьте себе масштаб: сцены пересматривают, эпизоды переделывают, сюжет буквально перекраивают по-живому. А параллельно идет активный кастинг на роль Фатиха, и теперь в клюквенном щербете появится совсем другой актер, который должен будет заменить человека, к которому аудитория привыкла годами. Поклонники проекта называют происходящее шоком и настоящим кошмаром. Потому что Фатих Унал – это не второстепенный персонаж, которого можно убрать за кадром, это ключевая фигура, вокруг которой строилась часть самых громких линий. И теперь зрителям остается только гадать, кто рискнет войти в эту роль, зная, что сравнение будет беспощадным. Но самое интересное было еще впереди. И вот тут история получила продолжение, от которого у многих буквально сжало сердце. Дагукан Гюнгер не стал отмалчиваться и прятаться за чужими заявлениями. Он сам подтвердил, что его действительно убрали из клюквенного щербета. А дальше началось то, что зрители любят больше всего – эмоции, боль, попытка оправдаться и громкое слово «несправедливо». Актер публично признал свою ошибку, но при этом дал понять, что считает решение шоу ТВ слишком жестким и даже безжалостным. Он написал на своей странице в соцсетях сообщение, которое мгновенно разлетелось по фанатским пабликам, словно искра по сухой траве. В этом тексте он подчеркнул, что работал над сериалом с большим энтузиазмом в течение 4 сезонов и узнал об исключении неожиданно, буквально в один момент. Дагукан прямо заявил: каждый человек имеет право на ошибку, и он тоже ошибся, но раскаивается и уже сделал первые шаги к чистой жизни. Звучит почти как исповедь, которую читаешь и не понимаешь, это оправдание, крик души или попытка спасти репутацию. В своем обращении он написал дословно: «Я только что узнал, что был исключен из сериала,
над которым с большим энтузиазмом работал в течение 4 сезонов. В этой жизни каждый может совершить ошибку, и я тоже совершил ошибку, однако я глубоко сожалею о ней и уже сделал первые шаги к чистой жизни. Он подчеркнул, что после произошедшего полностью посвятил себя работе и дал себе обещание жить иначе. Но особенно резонансной стала фраза о том, насколько безжалостными могут быть некоторые люди и учреждения, когда принимают решения, и что каждый заслуживает второго шанса. И вот это уже звучит не просто как сожаление, а как прямой укол в сторону тех, кто одним росчерком вычеркнул его из проекта. Именно эта часть истории расколола аудиторию на эмоциях еще сильнее. Одни смотрят на его слова и говорят: «Да, он виноват, но ведь он признал и раскаялся». Другие отвечают холодно и резко: если сериал семейный и его смотрят миллионы, то шоу ТВ не может рисковать репутацией. И все это происходит на фоне того, что «Клюквенный щербет» — не проходной проект, а один из самых обсуждаемых сериалов Турдизи, где каждая новость мгновенно превращается в бурю. Но самое неприятное для Дагукана — время здесь работает против него. Потому что в мире сериалов зритель может простить многое, но индустрия часто не прощает ничего. И пока он говорит о втором шансе, команда проекта уже живет в режиме «срочно спасать сюжет», чтобы зрители не почувствовали дыру в истории. И вот главный вопрос теперь звучит все громче: получится ли у шоу пережить эту замену без потерь, или сериал действительно тряхнет так, что рейтинги начнут осыпаться, как песок сквозь пальцы? И это, поверьте, еще не финал этой истории. А теперь держитесь крепче, потому что дальше начинается самое вкусное. Пока одни зрители еще переваривают новости об увольнении, за кулисами «Клюквенного щербета» уже идет настоящая паника. Там не просто обсуждают ситуацию, там срочно спасают сериал, как будто корабль дал течь прямо посреди сезона. И самое пикантное, что зрителям до последнего не говорят главного: кто же теперь станет новым Фатихом Уналом? Имя заменяющего актера пока держат в секрете, но кастинг, по слухам, идет активно и без жалости. В этой гонке не будет второго места, потому что роль Фатиха — это не просто персонаж, а лицо всей семейной драмы, которую смотрят и обсуждают миллионы. И вот представьте себе, новый актер приходит на площадку, а вокруг него атмосфера, будто он зашел не в сериал, а в клетку со львами. Потому что поклонники уже заранее готовы сравнивать, критиковать и разносить в комментариях каждую эмоцию, каждый взгляд, каждую реплику. И вот тут появляется первая интрига, от которой у фанатов чешутся руки обновлять новости каждую минуту. В какой момент зрители заметят исчезновение Дагукана? Предполагается, что уже в 123 серий Гунгера на экране не будет. Да, не когда-нибудь потом, а совсем скоро. А значит, зрителей ждет резкий поворот, который невозможно не заметить, даже если смотреть сериал одним глазом за чашкой чая. Но не спешите думать, что все ограничится одной заменой, потому что реакция аудитории уже напоминает настоящую бурю. Поклонники «Клюквенного щербета» разделились на два лагеря, и спор там идет такой, будто речь о судьбе целой страны. Одни уверены: да привыкнем мы к новому лицу, сериал важнее одного актера. Другие буквально кричат: без Дагукана проект потеряет свою магию и рейтинги посыпятся. И вот это уже не просто эмоции, это страх, что любимая история может потерять свою силу. Но самое грязное, самое желтое начинается в обсуждениях. Люди пишут, что увольнение было неизбежным, потому что телеканал Шоу ТВ якобы не хотел рисковать репутацией. Другие шепчутся, что все могло решиться еще раньше, просто ждали удобного момента, чтобы ударить одним махом. А третьи вообще уверены, что Дагукан стал удобной жертвой, потому что в таких историях всегда нужен громкий пример. Смотрите, мы строгие, мы не закрываем глаза. И тут уже зрители начинают задавать опасные вопросы: а был ли у него шанс остаться, или его судьбу решили заранее?
И вот вам еще один крючок, от которого невозможно оторваться. Ведь вся эта история всплыла на фоне операции «Рассвет», а это не просто громкое слово для заголовков. Это та самая реальность турецкого шоу-бизнеса, где сегодня ты звезда, а завтра твоя фамилия уже в лентах новостей совсем по другой причине. И если один актер попадает в такой шторм, то всегда возникает ощущение, что это только начало большой волны. Хотите еще горячее? Пожалуйста. В Турции продолжаются задержания звезд по делу о запрещенных веществах и организации проституции. Под стражу взяли Эзги Эйбаглу из «Великолепного века». И, внимание, речь идет не о паре фамилий, сообщается, что задержали еще свыше 20 человек. Свыше 20. Это уже не случайность, это выглядит как масштабная зачистка, которая пугает даже тех, кто всегда считал себя неприкасаемым. И вот теперь зрители сидят и думают, это просто один громкий скандал вокруг клюквенного щербета или начало цепной реакции, которая накроет еще больше звезд? Потому что когда в новостях появляются такие цифры и такие имена, становится ясно одно: Турдизи сейчас трясет так, что дрожь чувствуют даже самые успешные проекты. А самое страшное впереди, потому что следующий шаг может удивить всех. И вот тут начинается самая нервная часть этой истории, потому что все, что произошло, уже невозможно замять красивыми словами. Когда актера вырезают из ранее отснятого материала, это значит только одно: решение окончательное, и назад дороги нет. Это не мягкое «поставим на паузу», не «переждем бурю», а демонстративное «ты больше не часть этой истории». И в мире турецких сериалов такой шаг выглядит почти как публичное изгнание, после которого возвращаются единицы. Сейчас на площадке клюквенного щербета идет настоящая гонка на выживание. Сценаристы вынуждены перекраивать линии, продюсеры спасать динамику, а режиссура делать вид, что все так и было задумано. И самое неприятное для зрителей в возрасте 65+ в том, что они терпеть не могут резкие замены, особенно когда персонаж уже стал родным. Люди привязываются не к роли на бумаге, а к лицу, голосу, взгляду, привычной манере говорить. И если новый Фатих окажется слабее, холоднее или просто не тот, публика может отреагировать мгновенно и беспощадно. Именно поэтому сейчас в соцсетях кипит настоящая война комментариев. Одни требуют дать Дагукану шанс, потому что он признал ошибку и сказал, что раскаивается. Другие пишут жестко: сериал семейный, его смотрят миллионы, и шоу ТВ не имеет права рисковать своим именем. И каждый день эти обсуждения раздуваются все сильнее, как будто кто-то специально подливает масло в огонь. Потому что в таких историях люди любят не только драму на экране, но и драму за кадром. А теперь внимание, еще один крючок, от которого невозможно отмахнуться. Дагукан Гюнгер в своем эмоциональном обращении сделал акцент на том, что он работал в проекте 4 сезона с большим энтузиазмом. 4 сезона – это не 2 серии и не гостевое появление, это годы жизни, съемки, нагрузки, постоянный график. И когда человек с таким стажем вдруг исчезает из сериала, зритель не может не задать вопрос: а что будет с историей Фатиха Унала? Его просто выключат, как лампочку? Или придумают красивую легенду, чтобы закрыть дыру? Поклонники уже строят версии одну страшнее другой. Кто-то уверен, что персонажа резко отправят в другой город или уберут за кадр, чтобы не объяснять ничего лишнего. Кто-то думает, что появится новый Фатих, и все будут делать вид, будто это все тот же человек, только немного изменился. А кто-то вообще уверен, что сериал специально провернет шок-поворот, чтобы взлететь в обсуждениях и удержать рейтинги на волне скандала. И давайте честно, турецкие проекты такое умеют, когда надо. Они могут сделать сюжетный поворот так, что зрители ахнут. Но самое жесткое во всей истории – это ощущение холодной машины индустрии. Сегодня ты звезда Турдизи, завтра ты уже проблема, от которой избавляются максимально быстро.
И тут уже не спасают ни популярность, ни армия фанатов, ни красивые слова о втором шансе. Потому что телеканалы живут не эмоциями, а цифрами, репутацией и рекламными контрактами, которые не любят скандалы. И вот еще один момент, который заставляет зрителей нервно следить за новостями. В Турции продолжаются задержания звезд по делу о запрещенных веществах и организации проституции, и это выглядит как волна, которая может накрыть еще больше громких имен. Когда сообщают о свыше 20 задержанных, это уже не единичный случай, это тревожный сигнал всей индустрии. А значит, сегодняшняя история про Дагукана может оказаться только началом целой череды падений, увольнений и резких исчезновений из проектов. И самое интересное, финальная точка в этой драме еще не поставлена, потому что зрители ждут, кто же войдет в роль Фатиха и выдержит этот шквал. Сейчас все внимание приковано к одному единственному вопросу: кто осмелится занять место Фатиха Унала и не утонуть в волне ненависти и сравнения. Потому что это не просто вакансия в популярном сериале, это кресло, которое горит огнем. Любой новый актер, который придет в «Клюквенный щербет», автоматически окажется под микроскопом. И зрители будут смотреть не на сюжет, не на драму, а на него, как он держит паузу, как смотрит, как играет эмоцию, как дышит в кадре. Самое неприятное, что времени на раскачку не будет. Если предположения верны и уже в 123 серии Дагукан Гюнгер исчезнет с экранов, то переход окажется резким, почти шоковым. А это значит, что даже самые спокойные зрители почувствуют, что-то сломалось, что-то поменялось, что-то уже не будет как раньше. И именно в этот момент сериал либо удержит аудиторию, либо получит болезненный удар по просмотрам. Потому что публика старшего возраста особенно ценит стабильность и привычные лица, а такие замены воспринимает как предательство истории. И вот тут начинается самый опасный момент для шоу ТВ. Руководство канала показало жесткость, исключив актера после положительных результатов анализов, но теперь им придется доказать, что сериал не держался на одном человеке. А зрители, как назло, любят проверять такие заявления на практике. Если новый Фатих окажется не тем, люди будут писать об этом везде, от комментариев до фанатских групп. И тогда волна недовольства может стать громче самой новости об увольнении. Но и у Дагукана Гюнгера ситуация не проще. Его эмоциональное послание с фразами про ошибку, чистую жизнь и второй шанс уже стало предметом споров. Одни увидели в этом искреннее раскаяние, другие – попытку спасти лицо, пока репутация трещит по швам. И в этой истории есть горькая правда. В шоу-бизнесе извинение не всегда работает как спасательный круг. Иногда оно звучит красиво, но двери все равно закрываются, потому что бренды, каналы и продюсеры боятся даже тени скандала. А теперь еще один крючок, который заставляет нервно обновлять ленты новостей. Ведь на фоне этой истории Турцию продолжает трясти волна задержаний по делу о запрещенных веществах и организации проституции. В списках всплывают громкие имена, под стражу взяли Эзгею и Баглу из «Великолепного века», и сообщается, что задержанных уже свыше 20 человек. Это выглядит как масштабная зачистка, после которой индустрия может измениться прямо на глазах. И когда такое происходит, никто не может чувствовать себя в безопасности, даже если вчера был любимцем публики. И вот теперь у зрителей остается только одно – ждать. Ждать, кого объявят новым Фатихом, как покажут его в кадре, и как сценаристы выкрутятся из этой дыры, которую невозможно не заметить. Потому что «Клюквенный щербет» вошел в самую опасную фазу, когда за кадром скандал, а на экране нужно продолжать играть любовь, драму и семейные разборки так, будто ничего не случилось. И самое главное, этот сезон уже не будет прежним. Потому что после таких историй сериал меняется навсегда, а зрители начинают смотреть не только на героев, но и на тех, кто стоит за кулисами и принимает решения одним холодным движением руки. Друзья, вот такие громкие новости из мира турецких сериалов.
Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», ставьте лайк, чтобы поддержать выпуск, и обязательно пишите в комментариях, как вы считаете, правильно ли поступили с Дагуканом Дунгером, и сможете ли вы принять нового Фатиха. До встречи в следующем видео, будет еще горячее.